Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева. Это мой канал на YouTube и подкаст «Сразу в президенты», где мы обсуждаем вопросы иммиграции и поиска работы. И сегодня, в преддвериях начала подачи заявок на грин-карт-лотерею DV 2026, я хотела немножко рассказать о лотерее, о процессе подачи заявки и о том, кто может это сделать и насколько это сложно. Как мы уже не раз говорили на канале, грин-карт-лотерея — это то, как мы сами с Юрой приехали в Америку. Мы приехали в 2021 году, и прежде чем выиграть в лотерею, мы играли 4 года. И если честно, каждый раз, когда я заполняла эту заявку, я не надеялась на то, что мы выиграем. Потому что шанс выигрыша на самом деле не такой большой, он варьируется от 1 до 3% в зависимости от страны. И вы можете посмотреть статистику, в разные годы это будет разный процент, и в разных странах тоже это будет разный процент. Я приложу здесь сайт, где это можно посмотреть. Но, с другой стороны, грин-карт-лотерея — это очень легкий способ попасть в США. Это самый легкий способ в случае, если вы в ней побеждаете, с точки зрения документов, которые вам нужны, с точки зрения, кто подходит на эту программу и так далее. На самом деле, анкета как таковая, она очень короткая, она очень простая. Заполнение занимает, наверное, около 15 минут. Если вы заполняете это впервые, возможно, вам придется посмотреть какие-то образцы заполнения, и на это может уйти, я не знаю, не больше часа. Но на самом деле это абсолютно того стоит, потому что это реальный шанс попасть в Америку. И когда мы получали свои собственные документы и потом общались с людьми здесь, которые приезжают, будь то по рабочим визам, или по беженству, или по учебным визам, или по визам талантов и так далее, просто несравнимо меньше документов нужно для получения грин-карты для победителей лотереи. И грин-карту вы получаете сразу же по факту въезда в США. Об этом у меня было отдельное видео, которое рассказывает очень подробно о том, что происходит после выигрыша. Если вам интересно, вы можете посмотреть его. Но сейчас я расскажу именно о процессе подачи заявок. Подача заявок на лотерею происходит один раз в год. И она вот-вот сейчас открывается, то есть подача заявок происходит с начала октября по начало ноября каждого года. То есть, по сути, у вас есть около месяца на то, чтобы подать заявку. И на самом деле не советую подавать заявку в первые дни. То есть вы можете, конечно, это сделать. Единственное, что сайт, скорее всего, будет довольно сильно лагать, потому что обычно в первые дни очень много людей подаются, и это перегружает работу сайта. То есть вы можете зайти, вы можете посмотреть анкету, когда ее откроют, изучить ее, дать себе какое-то время, опять же, если вы заполняете это в первый раз, посмотреть варианты заполнения анкеты и так далее, и заполнить ее через несколько дней. Я иногда вижу в сети какую-то информацию о том, что вот в такие-то даты, там, в начале подачи заявок или в конце подачи заявок лучше всего заполнять с точки зрения процента выигрыша. Это неправда. Процент выигрыша абсолютно не зависит от того, когда вы подали свою заявку. Выигравшие номера определяются рандомно. И, допустим, вот в тот год, когда мы выиграли лотерею 2021 года, соответственно, мы подавали свою заявку в конце 2019 года. И это был год, когда я вообще напрочь забыла про грин-карт-лотерею. Как-то так получилось, я обычно подавала где-то близко к началу лотереи, но в тот год я подала практически в предпоследний или в последний день. Я просто вот спохватилась посреди ночи, я вспомнила, что я не подала заявку. Сначала подумала, может быть, и не стоит, все равно мы не выиграем. Потом я подумала, что я все-таки не могу уснуть. Пошла, заполнила эти заявки, и на удивление именно в тот год мы выиграли. Но, опять же, не советую заполнять заявку в последнюю ночь, потому что это добавляет вам стресса, вы можете наделать каких-то ошибок. То есть советую заполнять это в спокойном режиме и имея возможность перепроверить, потому что на самом деле
ошибки, какие-то ошибки в заявке, они простительны, но какие-то ошибки, к сожалению, могут стоить вам вашей грин-карты даже в случае, если вы выиграете. Поэтому, да, очень советую все перепроверить. В анкете довольно легко разобраться, и я позже скажу, на что вам стоит обратить внимание, но вам не нужны иммиграционные адвокаты или любые другие агентства, которые помогают с заполнением анкеты. Более того, я очень не советую это делать, потому что в сети я читала довольно много случаев, когда возникали проблемы именно когда на людей заполняло анкету агентство. Агентство может перепутать вас с другим клиентом. Это, во-первых, написать какую-то неправильную информацию, и, к сожалению, вы тогда не получите свою грин-карту, даже если вы выиграете. А также то, что я слышала, что делают агентства, они, допустим, 1 год вы просите их заполнить за себя анкету, платите им какие-то деньги, у них остается ваша информация, и после этого они продолжают вас подавать каждый следующий год, то может возникнуть 2 возможные проблемы. Во-первых, агентства подают информацию, которую вы им подавали в тот момент, когда вы заказывали их услуги. То есть с той фотографией необновленной и с теми данными. Возможно, у вас что-то поменялось, возможно, вы вышли замуж, возможно, у вас родились дети, или как-то еще поменялся состав вашей семьи. Этого не будет указано в анкете, и если анкета содержит недостоверные данные, то вы не сможете получить вашу визу. Второй момент, еще более серьезный, это то, что дублицированные заявки, то есть если одна и та же заявка была подана дважды, дисквалифицируются. Они не имеют права участвовать в лотерее, поэтому я очень советую вам заполнять все правильно с первого раза. Даже если вы заполнили анкету и по какой-то причине вы поняли, что вы допустили в анкете ошибку, пожалуйста, не надо заполнять еще раз анкету. То есть, если вы допустили некритическую ошибку, и вы можете посмотреть в интернете, что такое критическая, что такое некритическая ошибка. Если вы допустили некритическую ошибку, то ваша анкета теоретически может пройти, а если вы подали анкету дважды, то вы будете дисквалифицированы. И точно так же, допустим, если вы когда-то пользовались услугами агентства, вы не знаете, будут ли они вас еще раз подавать в этом году. И, допустим, если в этом году вы подаетесь сами, и одновременно за вас подает заявку агентства, даже если вы об этом не знаете, к сожалению, это тоже будет дисквалификация. Поэтому очень аккуратно с этим и советую всем заполнять анкеты самостоятельно и не давать ваши данные агентствам. Очень популярный вопрос, который я слышу по поводу грин-карт лотереи, это могут ли люди, которые подают заявки на участие в грин-карт лотерею, получить в будущем туристические визы. Потому что, как вы знаете, Америка не дает туристические визы людям, у которых есть иммиграционные намерения. Ну так вот, подача заявки на лотерею Green Card не является иммиграционным намерением с точки зрения миграционных служб США. Вот если вы уже выиграли в лотерею Green Card, и если вы подали анкету, которая называется DS-260, это анкета, которая заполняется выигрышами для назначения им интервью в посольстве США, вот эта анкета DS-260, она уже является миграционным намерением. Но само по себе участие в лотерее Green Card не является, могу сказать вам на собственном опыте. Я уже играла в лотерею, когда я получала свою туристическую визу в Америку, и проблем с визой у меня не было. Еще есть такой момент, люди, которые уже находятся в США, и находятся, допустим, в ожидании своих документов. Либо они находятся на рабочей визе, и они собираются в какой-то момент поменять свой статус и сделать себе грин-карту каким-то образом, допустим, через работу. Или люди, которые находятся в Штатах в ожидании беженства, или воссоединения семьи, или в любом другом статусе, эти люди также могут участвовать в лотерее Green Card.
И очень часто для них, несмотря на то, что у них уже есть основания для получения документов здесь, для будущего получения грин-карты, для них очень часто лотерея грин-карт все равно будет более дешевым и более быстрым способом, если они в ней выиграют. Поэтому я очень советую людям, которые находятся в США, у кого нет еще грин-карты и которые находятся в ожидании, также подавать заявки на лотерею грин-карт. И в этом случае, если человек, который находится в США, выигрывает грин-карту, он подает заявку, которая называется Adjustment of Status, то есть изменение статуса, изменение миграционного статуса. И это довольно легко делается в вашем местном отделении миграционной службы, поэтому очень советую даже тем, кто находится в США, подавать заявки на лотерею грин-карт. Теперь немножко о самой лотерее. Во-первых, играете вы от страны рождения. И я повторю, от страны рождения, потому что я знаю, что здесь довольно часто происходит путаница. Вы подаетесь не от страны вашего гражданства, не от страны, где вы сейчас проживаете, не от страны, где вы проживали большую часть времени, а именно от страны, где вы родились. И абсолютно неважно, жили ли вы после этого в этом месте или нет. Возможно, ваша семья уехала сразу же после того, как вы родились, из того места, где вы родились, но подаетесь вы по стране рождения. И когда вы указываете место рождения в заявке, в анкете лотерея Green-Card, вы должны указывать это место, как оно называется сейчас. Легкий способ понять, как это место называется сейчас, зайти в Google Maps. Зайти в Google Maps, посмотреть, как называется ваш населенный пункт и как называется страна, в которой этот населенный пункт сейчас находится. Например, часто возникают вопросы у людей, которые родились в СССР. Раньше это была одна большая страна, сейчас это много разных стран. И место своего рождения вы называете так, как оно называется сейчас, и играете вы от страны, которой это место принадлежит сейчас. Также есть возможность играть по стране супруга. Это довольно редкая ситуация. Я не советую играть от страны супруга людям, которые могут играть от своей страны рождения. Почему? Потому что если вы, допустим, играете от страны супруга и выигрываете, вы сможете подавать на визу только вместе с вашим супругом. Допустим, если вы захотите ехать одни, если вы играли от своей собственной страны рождения, вы можете это сделать. Если вы играете от страны рождения супруга, то вы сможете получить ваши документы только вместе. Почему люди иногда играют от страны супруга? Потому что некоторые страны не участвуют в лотерее Green-Card. Это очень ограниченный маленький список стран. Он каждый год обновляется, вы можете его посмотреть. В принципе, это страны, из которых больше всего иммигрантов приезжало в последние 5 лет. Чаще всего в этот список входят Индия и Китай, Бразилия. Иногда туда входит Южная Африка, я не знаю, войдет сейчас или нет. Возможно, еще какие-то страны Латинской Америки. То есть это страны, из которых идет очень большой поток иммигрантов уже. А лотерея Green-Card, она называется Diversity Visa, то есть она создана с целью диверсифицирования потока иммигрантов из разных стран, и они не принимают те страны, из которых уже идет огромный поток иммигрантов в США. Страны бывшего Советского Союза, мне кажется, никогда не были в этом списке. Я могу ошибаться, но последние года их точно там не было. Еще одно требование для лотереи Green-Card – это законченное школьное образование, эквивалент того, что в США называется high school, то есть это 11-12 лет образования, аттестат о полном оконченном среднем образовании. То есть, если вы закончили школу, вы можете подавать заявку на участие в Green-Card лотерее. Возникают небольшие вопросы, когда, допустим, человек закончил колледж. Большинство колледжей подходят под Green-Card лотерею, но вот там уже нужно уточнять, потому что там зависит от того, сколько было часов в колледже и соответствует ли образование этого колледжа полному оконченному среднему образованию. Но если, допустим, у вас был колледж и потом университет, то вы можете принимать участие в Green-Card лотерее. Есть еще одно правило для людей, у которых нет оконченного среднего высшего образования. Эквивалентом может являться 2 года опыта работы.
И как написано в требованиях Green Card лотереи, работа должна требовать минимум 2 лет обучения для того, чтобы человек мог на ней работать. То есть очень простые работы, к сожалению, сюда не подойдут, но если это ваш случай, вы можете отдельно узнавать, подходит ли ваша работа под эти критерии. Последнее требование: вам должно быть не менее 18 лет на момент подачи заявки. Если вам от 18 до 21 года, вы сможете взять с собой ваших родителей. Если вам больше 21 года, то родителей взять уже не получится. Но также вы можете брать с собой вашу семью, то есть вашего супруга и детей. Причем не обязательно биологических детей, детей вашего супруга и официально усыновленных детей вы также сможете взять с собой в Америку, если вы выиграете в лотерее Green Card. И теперь несколько моментов по поводу заполнения заявки. Как я уже сказала, если вы заполняете ее в первый раз, лучше всего посмотреть образец заполнения, и я здесь оставлю один из образцов, который, мне кажется, неплохой. Но также их огромное количество, есть видеообразцы, есть текстовые варианты, как вам удобно. Я не буду разбирать сейчас всю заявку, но я расскажу о моментах, которые критически важны и ошибки в которых могут привести к дисквалификации. Во-первых, самое главное правило, и не только когда вы заполняете заявку на Green Card лотерею, но и когда вы работаете с любыми иммиграционными документами, особенно в США, не врать. Самое главное – это не врать, потому что если вас ловят на вранье, и чаще всего это дисквалификация. То есть заполняйте все честно и так, как дела обстоят на момент заполнения заявки. То есть, допустим, если вы сейчас не в браке, но собираетесь вступать в брак в ближайшие месяцы, не нужно писать в анкете то, что вы в браке, потому что если потом сверят числа и увидят, что брак ваш заключен был позже, это будет дисквалификацией. Вы заполняете все как на момент подачи заявки, и если, допустим, позже вы вступаете в брак, и потом ваша заявка выигрывает, вы сможете добавить вашего супруга в анкету, и ваш супруг сможет поехать с вами. С другой стороны, если вы хотите перенести свадьбу, расписаться раньше и после этого заполнить заявку на лотерею Green Card, это тоже должно подойти. Про место рождения я уже говорила. Нужно его заполнять так, как оно называется на данный момент. И лучше всего использовать Google карты, так как это общепризнанная площадка. И то же самое относится к вашим местам проживания предыдущим. Заполняйте их так, как они называются на данный момент. И да, если вы, допустим, переживаете от транслитерации, вы не знаете, как это правильно написать, вы заходите в англоязычные Google карты и проверяете там. Фото – очень важная вещь. Фотография должна быть сделана не более чем за 6 месяцев до подачи заявки на лотерею Green Card. То есть это должно быть фото, сделанное недавно, и вы можете пойти в фотоателье, сделать это фото, вы можете сделать его сами дома на белом фоне. И сейчас уже есть довольно много программок в интернете, которые вы можете найти, просто загуглить, где проверяются фото, подходят ли они на лотерею Green Card. Но я настоятельно советую, чтобы это фото было недавним, потому что довольно частые в сети случаи, когда люди подаются за старым фото, они не успели сделать фото, они забыли, они подавались в последний момент, потом с этим могут возникнуть проблемы. Судя по тому, что я читала в сети, если на фото действительно вы на себя похожи на этом фото, то скорее всего, вас не дисквалифицируют, даже если, допустим, это фото было сделано там год-два назад. Но посольство это может видеть. И, допустим, если у вас будут какие-то другие косяки, или если у них будут какие-то сомнения по поводу вас, по поводу честности того, что вы сказали, или по поводу ваших документов, то старое фото – это очень легкая возможность для них дисквалифицировать вас сразу, вместо того, чтобы разбираться. Поэтому я настоятельно советую не усложнять себе жизнь и сделать новое фото, иначе вы можете выиграть в лотерею Green Card и полгода, год, пока у вас не будет интервью в посольстве, сидеть, нервничать по поводу того, дисквалифицируют вас или нет.
И последнее, о чем я хотела сказать, это дети. В заявку вы должны вписывать всех детей до 21 года, включая ваших собственных биологических детей вашего супруга или супруги и официально усыновленных детей, независимо от того, живут ли эти дети с вами. Если вы сомневаетесь, уточните, перечитайте правила заполнения анкеты. Неуказание детей является причиной дисквалификации. И своего супруга, естественно, тоже должны вписывать в заявку. И на всех членов семьи, на которых вы заполняете, нужны их фото. Я знаю, что с этим у людей иногда возникают проблемы, допустим, если член семьи не живет с ними в данный момент. Не всегда у людей есть возможность связаться с этим человеком, взять у него фото, но постарайтесь это сделать и постарайтесь, чтобы это было недавнее фото, в принципе, по той же причине, которую я уже объясняла. При этом тот факт, что вы вписываете этих людей в свою заявку, не означает, что они обязаны ехать с вами в США. Если вы хотите взять их с собой в США, то вы можете. Если вы не хотите, вы можете ехать сами, если вы побеждаете в лотерее. И если вам от 18 до 21 года, вы можете вписывать в заявку своих родителей, и тогда они тоже смогут поехать с вами. Еще один такой момент, за что людей дисквалифицируют практически сразу, и это довольно частотная вещь, когда люди путают фото. Допустим, человек заполнял анкету на себя, свою жену и дочку, и случайно перепутал, жене он прикрепил фотографию дочери, дочери он прикрепил фотографию жены. Вот, к сожалению, это однозначная дисквалификация, потому что на фото будет другой человек. И я читала очень много случаев в интернете, когда консул понимает, что это, скорее всего, невинная ошибка, скорее всего, человек это сделал случайно, то есть вряд ли там был какой-то злой умысел, но по правилам лотереи, к сожалению, это дисквалификация. На этом, наверное, все. Все остальные пункты анкеты, они чаще всего довольно очевидные. Если у вас возникают вопросы, смотрите более подробные видео или варианты заполнения анкеты в текстовом виде. Если у вас все равно остаются вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием отвечу. Если у вас был собственный опыт с лотереей Green Card, пишите, пожалуйста, в комментариях. Буду очень рада со всеми пообщаться. И спасибо за внимание. До встречи в новых видео. Пока-пока.